Всем привет из Рима! Добро пожаловать на мой канал Моя Пармиджана. И сегодня мы будем с вами готовить фокаччо. Фокаччо будет с розмарином. Фокаччо мы будем готовить по всем правилам, выдерживать тесто сколько положено. И если вы со мной, поехали! Для приготовления фокаччо нам понадобится мука, свежие дрожжи, вода, оливковое масло, солод. Если у вас нету солода, можете заменить его сахаром или медом. Вот. И соль. Сначала добавляем воду в емкость. Добавляем сюда оливковое масло. И соль. Добавляем солод. Далее размешиваем все жидкие ингредиенты. Теперь добавляем муку. Далее нам нужно свежие дрожжи раскрошить, мелкую крошку сверху муки. Самое главное, чтобы свежие дрожжи не соприкасались с солью, поэтому мы их добавляем отдельно. Получается достаточно жидкое тесто, которое нам нужно будет накрыть полотенцем и оставить на 20 минут. Итак, прошло 20 минут. Теперь мы берем немного муки, подсыпаем. И сюда выкладываем тесто. Все. Снова накрываем. И оставляем еще где-то минут на 20. Итак, прошло минут 20, 15-20. Убираем полотенце. Я взяла форму для пиццы. Она 30 сантиметров диаметром. Оливковое масло. Прям так хорошо. Наливаем. Далее тесто. Нам необходимо, чтобы оно было немножко более упругим. Поэтому мы берем, складываем один раз к середине, второй раз к середине. И теперь таким вот образом мы выкладываем форму. Смотрите как. Берем, теперь переворачиваем
Это необходимо для того, чтобы во время того, как тесто будет вырастать, не образовалась корочка. В таком вот виде уберем в духовку с включенным светом, но сама духовка должна быть выключена на 1 час. Итак, прошел час. Вот наше тесто, оно выросло где-то в 2 раза. Теперь нам его нужно распределить по всей поверхности, но ни в коем случае не растягивая, просто проводя вот такие движения. Так, смазываем масло. Вот таким образом мы распределяем по всей поверхности. Все, распределили. Теперь нам нужно все это хорошенько посыпать солью, для того, чтобы опять не образовалась корочка на поверхности. Прям так не жалейте. И посыпайте. Окей. Теперь опять отправляем наше тесто минут на 45-50 в духовку, только с включенным светом. Сама духовка должна быть выключена. Так, в духовку, только включенный свет, на 45-50 минут. Пока тесто у нас подходит, мы подготовим розмарин. Я его уже помыла, это свежий. Так. Можете, в принципе, оставить его такими длинненькими палочками. Можете порезать более тонко. Наверное, половину оставлю и половину порежу. Тогда будет более ароматно. Все. Вот так вот сделаю. Розмарин готов. Итак, прошло 40 минут. Тесто наше выросло где-то в 2 раза. Теперь мы будем покрывать его эмульсией. Для этого нам понадобится вода. Выливаем воду прямо в центр. Оливковое масло. И теперь распределяем эмульсию по периметру всей фокаччи. Далее 3 пальцами начинаем формировать фокаччо дженовезу. Прям вот
со всей силой. В дырочки должна заливаться вода с маслом. Как раз это будет характерный вид фокаччо дженовезе. Так, все распределили. Они останутся когда мы будем готовить, они останутся белыми внутри. Теперь распределяем начинку. В данном случае это розмарин. И опять убираем в духовку, выключенную, только свет включен, на 90 минут. Вот. Прошел час. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Прям вообще. Теперь нам нужно будет... Я уже разогрела духовку до 250 градусов. И буду готовить минут 15-20, в зависимости от ее готовности. Духовка разогрелась. Все, отправляем в духовку. Первые 5 минут оставлю на 250, потом уменьшу до 220. Так, прошло даже меньше, 13 минут. Вот фокаччо только что вытащена. Смотрите, спектакль. Теперь нам ее нужно, чтобы она не была влажной снизу, быстренько достать и выложить на решетку. Все. Тогда будет воздух циркулировать, и она внизу не станет влажной. И теперь нужно смазать будет ее быстренько оливковым маслом. Так. Покрыть. У кого есть спрей для масла, было бы вообще идеально. У меня где-то есть, но надо искать. Поэтому я быстренько кисточкой покрою. Запах, конечно, стоит на кухне бомбический просто. Так вкусно пахнет розмарином и фокаччо. Видите, какой цвет такой янтарный получился? Это из-за солода. Если вы добавите сахар, то у вас будет более белое фокаччо. Все. Распределили оливковое масло. Даем немножко остыть. И можно будет подавать к столу. Вкуснятина. Ну все, фокаччо готова. И через несколько минут мы ее будем кушать. Всем приятного аппетита! Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Моя Пармиджана. Всего вам хорошего! Все, ужин готов. Моцарелла, мужа прошутто. Ой, и фокаччо.